Всем привет! Сегодня хочу рассказать, как связать узор листья крючком. Вот посмотрите, как он выглядит. Этот образец связан из пряжи Пехорка Успешная крючком номер 1,7. Получается достаточно ажурный и легкий узорчик. Этот образец покрупнее связан из пряжи Yarnart Jeans крючком номер 3. Для чего может применяться этот узор? Из него раньше очень популярен он был при вязании шалей. Единственное, он вяжется от угла. Также можно связать чехол для подушки, авоську, вообще любую летнюю вещь, кардиган, топик, все что угодно. Схема узорчика такая достаточно простая, несложная. Раппорт узора равен 12 петлям плюс 3 воздушные петли подъема. Свяжем сегодня 3 раппорта. Значит, набираю 36 петель плюс 3 воздушные петли подъема. Итого 39 воздушных петель. Для того, чтобы связать этот узор, вам нужно уметь вязать воздушные петли и столбики с накидом. Итак, беру опять пряжу Yarnart Jeans. Такого розовенького цвета. И набираю 39 воздушных петелечек. Вот цепочка набрана. Вяжем первый ряд. 1, 2, 3. В четвертую петлю вяжем 2 столбика с накидом. 1, 2, 3. Четвертую. Раз. 2 столбика с накидом. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И пропускаем 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем 5 воздушных петель. В шестую вяжем столбик с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. В шестую провязываем столбик с накидом. Аккуратненько 1. Опять 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Пропускаем 5 петелек. 1, 2, 3, 4, 5. В шестую вяжем 5 столбиков с накидом. Три воздушные петли. Пропускаем 5. 1, 2, 3, 4, 5. В шестую столбик с накидом. Три воздушные петли. Пропускаем 5. И 5 столбиков с накидом. Три воздушные петли. Пропускаем 5 и столбик с накидом. Так. Не перекручивайся. Так. Опять 3 воздушные петли. И в последнюю петельку вяжем 3 столбика с накидом. Первый ряд готов. Второй ряд начинаем опять с 3
петель подъема. 1, 2, 3. Разворачиваем вязание, вяжем первый во второй, получается во второй столбик с накидом вяжем столбик еще с накидом, в третий столбик вяжем 2 столбика с накидом. 1, 2, 2 воздушные петли и опять столбик с накидом вяжем в столбик предыдущего ряда. 2 воздушные петли. Значит, здесь у нас было 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. И сюда нам нужно теперь связать 7 столбиков с накидом. В первый столбик вяжем 2 столбика. Дальше по одному столбику с накидом вяжем в каждый предыдущий. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Итого у нас получилось пока 5 столбиков. И в последний столбик вяжем опять 2 столбика с накидом. У нас получится 7 столбиков. Делаем 2 воздушные петли, столбик с накидом в столбик предыдущего ряда, 2 воздушные петли и по такому же принципу опять вяжем здесь 7 столбиков с накидом. Две воздушные петли, столбик с накидом в столбик предыдущего ряда, 2 воздушные петли и вот в 3 столбика с накидом предыдущего ряда вяжем 5 столбиков. В первый 2, не 5 и 4, извините, я ошиблась, в первый 2, во второй 1 и в цепочку предыдущего ряда вяжем тоже столбик с накидом. Так, второй ряд готов. И теперь переходим к вязанию третьего ряда. В третьем ряду набираем 3 воздушные петли подъема, столбик с накидом в столбик предыдущего ряда и столбик с накидом столбик предыдущего ряда, 3 воздушные петли, столбик с накидом опять в столбик предыдущего ряда, 3 воздушные петли. Сейчас нам нужно связать опять 5 столбиков над вот этими 7, которые у нас были в предыдущем ряду. Что мы делаем? Мы просто пропускаем первый столбик с накидом в этой группе и во второй столбик вяжем сразу столбик с накидом, 1, 2, 3, 4, 5. Последний столбик ничего не вяжем, просто его оставляем и делаем 3 воздушные петли. Столбик с накидом, столбик предыдущего ряда. И повторяем до конца ряда ту же самую процедуру. Вот я довязала до последней группы столбиков. Здесь первый столбик пропускаю и вяжу 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Так, готов третий ряд. Переходим к вязанию четвертого ряда. Набираем 3 воздушные петли и столбик с накидом вяжем во второй столбик предыдущего ряда. Следующие 4 воздушные петли. 1, 2,
3, 4. Столбик с накидом, столбик предыдущего ряда. Дальше 4 воздушные петли. Над 5 столбиками предыдущего ряда нам нужно связать 3 столбика. Поэтому первый пропускаем, во второй вяжем столбик с накидом. В третий тоже столбик с накидом. И в четвертый. Итак, у нас осталось 3 столбика. Вот они. И делаем 4 воздушные петли. Столбик с накидом, столбик предыдущего ряда. 4 воздушные петли. И здесь опять вяжем 3 столбика с накидом. Один, два, три, 4. Столбик с накидом, столбик предыдущего ряда. 1, 2, 3, 4. И значит последний вот эту группу столбиков 3 мы первый пропускаем, вяжем здесь всего 2 столбика. 1, 2. Практически у нас связаны первые листочки. И сейчас мы переходим к вязанию 5-го ряда. В этом ряду у нас вот над этими 3 столбиками мы свяжем 1 столбик, а вот из этого столбика будем вязать 5 столбиков с накидом. Вот они. То есть начинается формирование листочка нового ряда. Вот эту часть мы сейчас связали и приступаем к вязанию вот этих листиков. Для этого набираем 1, 2, 3, 4, 5, 6 воздушных петель. Набрали. Теперь нам нужно связать 5 столбиков с накидом вот в один столбик предыдущего ряда. 1, 2, 3, 4, 5. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И столбик с накидом вот сюда, вот верхушечку нашего листика. 1. Вот так получилось у нас, смотрите, 1, 2, 3 и 1 столбик. Опять вяжем 3 воздушные петли, 5 столбиков. Три воздушные петли, сюда столбик с накидом, 3 воздушные петли и 5 столбиков с накидом. Один, два, 3 воздушные петли, и в конце у нас остался всего лишь 1 столбик с накидом. Вот сюда в цепочку из 3 петель предыдущего ряда мы сюда его провязываем. Сейчас нам нужно заново повторить 2, 3, 4 ряд. Я их провяжу самостоятельно по схеме и покажу вам, что получится. Итак, мой образец готов. Вот, обратите внимание, получился такой интересный узорчик из листиков. Сейчас я оставлю ссылочку на статью, в которой вы увидите схему этого узора, в каких изделиях его можно применить и каким крючком его чаще всего вяжут. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всего хорошего, пока-пока.